в годовом измерении. Ну и подводя итоги, друзья, давайте очень быстро колебательные процессы обсудим. Это уже подводящие итоги в целом по муниципалитетам, а это уже в целом по провинции Пафос. Видим, что даже если посмотрим здесь по новому жилью, это 2426 евро. Красная строка показывает указочкой. В целом по муниципалитету это среднее арифметическое число. Как оно считается? Складываем сумма трех вот этих чисел и делим на 3, получаем, в общем-то, вот это среднее арифметическое число. Что показало за месяц рост в целом по новому жилью провинции Пафос на 0,11%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Дальше, старое жилье, друзья, 2171 евро за квадратный метр, это среднее арифметическое число по всем городам, муниципалитетам. Здесь за месяц снижение минус 0,12%. Естественно, индекс отрицательный, 0,999. Ну и последнее, так сказать, последний слайд. Здесь мы уже подводим итоги года, говорим о тенденциях. И давайте здесь я вам поясню то, что я говорил. Вот это хорошо, адекватно, когда рынок недвижимости показывает незначительный рост. А если показывает незначительное снижение, то это плохо. Ну, во-первых, разберемся по новому жилью. Что самое дорогое жилье – это в муниципалитете Пафос. Естественно, сейчас мы говорим о целой провинции. И вот город, муниципалитет Пафос самый дорогой по стоимости. Но за год стоимость квадратного метра здесь снизилась на 1,13%, индекс отрицательный 0,989. На втором месте по стоимости муниципалитет Гераскипу, 2535 евро стоимость квадратного метра. Здесь мы видим динамику роста. За год незначительная, но полпроцента. Индекс положительный единичка, запятая 0,04. Ну и на третьем месте это муниципалитет Пея, 1942 евро за квадратный метр. Ну, я вам ранжировку делаю по стоимости. Также незначительная динамика роста, плюс 0,10%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Друзья, давайте я вам расскажу, что такое индекс рынка недвижимости в данном случае. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра нового жилья в данном случае по целому, так сказать, по целой провинции Пафос. Он считается очень просто. Делим 2426, это подытоживающие данные по новому жилью, на 2433, то есть сравнивая декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Получаем в целом снижение за год минус 0,27%. Это по провинции, по целой провинции Пафос. Индекс отрицательный 0,997. Немного рекламы, друзья, на протяжении многих лет, это уже больше 10 лет, я и компания Alim Consulting готовим индексы для крупных украинских банков. И, в общем-то, это и национальные системные украинские банки, и иностранные банки, которые работают на территории Украины. Меня смотрят, просто я вижу фокус-группу людей, которые работают в банках, это управление по рискам или риск-менеджменту, в разных банках по-разному, но данные специалисты по крупицам собирают информацию, ту, которую, в общем-то, я показываю достаточно часто в своих видео. То есть они знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих, кто в Украине и на острове Кипр, не побоюсь, друзья, этого, так сказать, чуть не сказал пафосного слова, да, я один из немногих, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра в том или ином сегменте рынка недвижимости в целом. То есть это и коммерческая недвижимость, и причем я это говорю совершенно
как она называется, без хвастовства, да, то есть у меня достаточно много работ, которые можно найти даже в открытом доступе. Ну вот в качестве примера просто показываю то, что делаю по жилой недвижимости. Поэтому, друзья, меня найти очень просто. В описании канала есть Viber телефончик. Напишите мне или же позвоните, составим техническое задание. И я, в общем-то, раз в квартал мы проводим такие исследования. Вы будете получать полную информацию о недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Вы будете знать, дешевеет она во времени, стоимость квадратного метра, или же дорожает. Потому что вы знаете, что стоимость денег во времени, в общем-то, ну, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний, она, в общем-то, помогает и вам работать, развиваться бизнесу, ну и развиваться мне, заниматься наукой, и компания Link Consulting также. Итак, друзья, отвлекся, проговорили о индексах, проговорили то, что за год новое жилье подешевело на 0,5%. А вот старое жилье, друзья, здесь другая история. Видим, муниципалитет Пафос находится по стоимости квадратного метра номер один, 2552 евро. 2472 евро это Героскипу. Дальше идет у нас Полис, 1893 евро. И 1768 евро это муниципалитет Пея. В целом вернее, провинции Пафос 2171 евро. Это среднее арифметическое число, что показало в годовом измерение снижение на 1,17%. Вот теперь давайте, хорошо это или плохо, я говорил, что это не совсем как бы адекватно. Я вверху подготовил, это официальная статистика, Евростат дает основные макроэкономические показатели, которые характеризуют экономику Кипра. Ну, рост ВВП видим здесь 3,7%. Инфляция в 2024 году 2,6%, 2025 год, ну вот это в феврале она поменяется 100%, это предполагаемая инфляция 2%. Я думаю, что будет все 3%, как вот здесь 2,6%, я думаю, что будет даже 3 в 2025 году. Соответственно, что такое инфляция? Давайте очень быстро, что называется, на пальцах покажу и расскажу. Существует закон стоимости. И он гласит о следующем, что любая экономика любой страны работает адекватно, когда количество товаров и услуг, которые воспроизводятся, соответствует количеству выпущенных денег. То есть это могут быть и фиатные деньги, и агрегат М1, М0, М2 и так далее. Так вот, если как только количество вот этих денег в обращении становится больше, в том числе фиатных денег, то происходит что? Вот включаются инфляционные процессы. За вот эти обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. Поэтому за обесцененные деньги можно меньше купить товара. И если мы видим, что вот здесь даже 2%, то вот недвижимость, ну, принято считать, что недвижимость это сохранение и успешные инвестиции. Сохранение, во-первых, денег и успешные инвестиции. Если мы видим, что ваша недвижимость за год подешевела, как вот жилье старое, на 1,17%, и при этом мы видим, что еще и инфляция составляет минус 2%, то это, друзья, ну, совсем не успешная инвестиция. То есть это, ну, купили за одну цену, а если будете продавать, продадите дешевле. Да? То есть недвижимость также обесценилась. Вот если вы смотрели мои предыдущие, так сказать, видео, где в Никосии стоимость квадратного метра выросла на 3%,
Никосия это тоже целая провинция, и туда входит в том числе город Никосия. Фамагуста, это кусочек провинции, которая подконтрольная южной части Кипра. Там тоже рост больше, чем инфляция. То есть вот это естественно и нормально себя ведет рынок. То есть недвижимость не дешевеет при такой инфляции. А когда инфляция еще и недвижимость дешевеет, это говорит о том, что в предыдущем году, ну я вам уже говорил, рынок был перегрет. Было, наверное, много продаж, я не знаю, по продажам не могу сказать количество. Сделаю, у меня есть много информации о количестве предложений. Из предложений можно увидеть, в общем-то, активность рынка, насколько она была больше или меньше, сравнивая в том числе год с годом. То есть, возможно, был перегрет рынок в 2024 году, а 2025 год мы видели незначительный откат на 1,17%. Это старое жилье подешевело. И на 0,5% подешевело новое жилье в целой провинции. Итак, друзья, пришло время прощаться. Завтра запишу последнее видео по Лимассолу и потом уже подытоживающие данные по всем провинциям дам вам, и вы увидите, где, в общем-то, действительно выросла, где снизилась стоимость квадратного метра. Также будем говорить о жилой недвижимости в разрезе классификации. Итак, друзья, пришло время прощаться. На море ходил, лицо красное смотрю, да? Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью не только острова Кипр, а и мы занимаемся анализом рынка недвижимости Украины. Вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео, задавать вопросы. Я адекватным людям с удовольствием отвечаю. Может, какие-то темы интересные, которые вас интересуют, и, в принципе, они мне могут быть интересны. В общем, не стесняйтесь, делитесь своими мыслями, мне будет интересно. Я буду записывать видео на те темы, которые, ну, в общем-то, вы считаете интересными. Ну, и я, естественно, должен также понимать, что они мне также будут интересны. А еще, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих наших видеороликах.